Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я в Икеа Авиапарк. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я снимаю 26 числа, по сути, перед закрытием оффлайн магазинов в связи, по понятным причинам. Много акций, всяких распродаж, пледы. Свечка в предыдущем кадре меня аромат не очень впечатлил. Кстати, мне в основном здесь-то ничего и не нужно. Я пришла, поснимать и как раз посмотреть ассортимент свечек и что-то себе приобрести. Это вторая часть. Первую, кто не смотрел и кому интересно, будет ссылка в конечной заставке. Я решила поснимать, практически все полочки. Если что-то не покажу, то значит там было очень много народа, но естественно, чтобы не ждать. Потому что планы на этот день у меня большие. Прогулка, Ашан, и так далее. Зелень икеевская мне нравится. У меня на мойке стоит тоже 4 горшочка. Вот с такой травой. Там еще там один вид. Горшочки у них хорошего качества. У меня серебряные такие. Вот эта трава, конечно, хорошо смотрится. Так, что-то ценник вообще зашкаливает, как мне кажется. А так классно. Иногда любопытно погулять по Икее. Потом я еще планирую купить сковородку. Сейчас не решила, брать, не брать. Но в теории уже пора. Сковородка как-то у меня попортилась по моей вине. Но она у меня первая была икеевская, очень долго служила. Потом я в Ашане, кажется, покупала. И сейчас в Ашане нет таких сковородок. Так что возьму, наверное, здесь. А крышку, скорее всего, в Ашане приобрету. В общем, много чего тут есть. Я рада, что Икею все же открыли именно у метро ЦСКА, потому что ехать в область мне никак не удобно, потому что если туда еще добраться можно, обратно не выберешься. Как-то вот странненько. Тапочки, всегда мимо них хожу, думаю, купить, не купить, еще были зеленые раньше, но не покупаю, потому что, по сути, хожу босиком. Это неправильно, но, правда, у меня еще и много разных тапочек. Но эти прикольные. Всякие сидушки разные. И уже такой новогодние оттеночки. Здорово. У меня в танцевальном зале такие подушки есть. Кстати, стулья красивые. Любые подушки с ними будут хорошо смотреться. Но вот на кухне я покупала для кухни фикс прайс, но я что-то поняла, как-то это не вариант. Я положила туда плед, так лучше. Плед стирается гораздо проще. И несмотря на то, что человек я, в общем, аккуратный, так или иначе какие-то пятна появляются, что-то готовишь, какие-то брызги. Еще, по счастью, у меня ничего жирного нет. Часы вот разные, вот мне этот типа как будильник понравился, но опять же это не актуально, поэтому не беру, но цвет шикарный. Так что тут всякие крепления, крючочки и тому подобное. Кстати, магнитные, очень даже классно. Возможно, даже удобно. 249 рублей. Я просто пока не знаю, куда применить. А пока я не знаю, то, соответственно, брать тоже за такие деньги нет смысла. Предполагаю, что если это реально нужная вещь для кого-то, то ценник, он, в общем, приемлем. А на попробовать нет. Учитывая, что у меня некому ничего к стене привинчивать, то, наверное, какие-то магнитные штучки это хороший вариант, потому что, например, там,
какие-то там скотчи, прочее не всегда работают, и я не люблю портить стены. А вот магнитные, кстати, крючки есть куда прикрепить. Вот это набор для рисования картона, вот он-то тут. С фломастерами тут вот акварель. Фломастеры хорошие, как я говорила. Ух ты, прикольно. Оригинально, по крайней мере. Но опять же не покупаю, потому что в целом особо как-то у меня нет такой привычки на фотографии вставлять. Это я раньше баловалась, сейчас меня это уже, честно говоря, чем меньше наставлено, тем лучше. Вот. Как-то стремлюсь к минимализму, не сказать, что у меня это хорошо получается, но все-таки. Так, вот еще горшочки разные. Там вот типа а-ля папоротник, прикольно. Да, много красоты всякой. Вообще, как по мне, я искусственные цветы обожаю, они мне нравятся. Конечно, за ними тоже иногда надо ухаживать. Ух ты, горшки какие классные. За ними тоже надо ухаживать, протирать от пыли, но это всяко лучше, чем настоящие цветы, которые также и пылятся, и листья осыпаются, одна грязь с них. Еще и поливать их надо, и иногда удобрять хотя бы, землю менять. Нет. У меня они есть, ну, как бы они просто... Мама их разводила, ну, не выбрасывать же. Поэтому отдать особо тоже некому, потому что у меня из моих там подруг, знакомых, в общем-то, тоже цветы особо никто не любит. Именно в таком плане. То есть так-то я хорошо, конечно, к цветам отношусь. И в раскрасках знаете, что я их обожаю красить. Смотрите, какие тут и цвета, и дизайны. Прикольно. Вот на такие всякие баночки, конечно, в Ашане ценник гораздо ниже, но здесь они более оригинальные, что ли. Так, свечки. Вот эта свечка, я помню, у меня в рекордные сроки закончилась. Аромат просто потрясающий, манго. Это у меня есть. Ароматы приятные. Земляника, ну, год я пользовалась. Ванилька пока еще есть, тоже приятный аромат. Так, сейчас еще посмотрим. Тоже красиво, хоть я и не фанатка золота, но здорово. Здорово. Вот это тоже у меня в рекордные сроки с перцем закончилось, потому что обалденный аромат, просто вообще шикарный. Сейчас посмотрим. Так, вишенка. Вот вишенку я возьму, пожалуй. Очень приятно пахнет. Так, что еще здесь? Ну, вот это меня не совсем впечатлил аромат. Я не поняла. Еще раз надо потестить. Но в целом хорошо, что наконец-то появляется здесь разнообразие, потому что изначально, когда Икея тут открылась, свечек было небольшое количество, хотя, казалось бы, это вот такие аксессуары, мелочи. Так, и вот это костер. Вот здесь большая версия, маленькая версия. Ну, я сейчас, пожалуй, остановлюсь на вишенке, а там посмотрим. Хотя я не знаю, может быть, это лимитка. Но пока остановлюсь именно на одном варианте. Вот. Так что надумала взять. Сейчас выберу себе стаканчик. Вот это тоже у меня на балконе стоит с фруктами. Вот. Пусть будет. Не, ну просто я не часто сюда заглядываю именно в Икею. В авиапарке я постоянно ошиваюсь, когда гуляю. Ну, тут еще много всяких свечек, палочек. Вот. Но когда я захожу, все-таки хочется что-нибудь приобрести. Вот в таком стакане у меня свечка белая, с какой-то вкусняшкой, с ароматом. Мороженое, по-моему, что ли. Тоже приятное. Вот. Поэтому сейчас я не беру все свечки, чтобы был повод еще что-то купить. И мне нравится, что в основном вот свечки хорошо, ровненько сгорают. Ну, не всегда, но преимущественно. Потому что раньше у меня есть и в старой версии свечка, там как-то линейка другая называлась. Хотя с виду вроде все похоже.
И там она прогорает так же, как вот свечки из Леруа, из Фикса, то есть вот. Мне, конечно, нравится, что поровнее. Какая прикольная штука, пульверизатор. Вот. Форма вообще красиво, конечно, смотрится. Возвращаясь к свечкам, вот современные икеевские свечки, они жирненькие. И они реально очень хорошо как бы так плавятся. А здесь можно приобрести товары, которые, ну, с витрины, витринные образцы, где-то немножко попорчены. Хотя я вот так смотрю, глобального брака я здесь даже не вижу. Ну и все равно ценники. Нет, ну я не знаю, сколько это изначально стоило. Я не совсем обращала внимание. Поэтому, может, реально выгодно. Но в целом это не так, чтобы дешево и можно было там, не знаю, нахватать всего. Но все равно хорошо, что есть такая возможность, наверное. Не, просто если бы здесь был какой-нибудь товар, который мне реально нужен, я бы, конечно, может, и взяла бы. Но ничего такого нет. В основном стакан прикольный. Люблю такую посуду. Еще тут с колбой. Тоже хорошо. Вот. Так что тут еще мебель, какой-то текстиль. Всего понемногу. Сейчас посмотрим, что еще. Вот это вот. Там вот всякие, по-моему, шторы, лампочки. Ну, я вот уже не первый раз смотрю, есть этот отдел. Подхожу, но пока для себя ничего не нашла такого. Но все равно интересно. Имейте в виду, если кто-то вдруг не знал, то вот есть такая возможность. Но по факту все выглядит прилично. Очень даже прилично. Вот даже, смотрите, столик, стакан сбоку можно поставить. Так, 3499. Ну, пуфики мне не нужны, у меня хороший в коридоре стоит. Вот стол покоцанный разве? Ну да, у икеевской мебели вот сейчас есть такая проблема, что и коцаются быстро, вообще даже не понимаешь, при каких обстоятельствах это произошло. И пятна какие-то остаются. Но, знаете, все равно икеевская мебель классная. Так, здесь уже что-то новогоднее, всякое разное. Тоже сейчас вот хочу поснимать для вас. Красный цвет я не люблю, но смотрится хорошо. Так. Тут уже видите зеленые варианты, золото, серебро. На любой вкус. Там набор домики, елочки. Вот так вот это все выглядит. Ну, не знаю, я вот как-то в том году не отмечала Новый год и что-то склоняюсь к тому, что в этом году будет то же самое. Ну, мне лениво, не хочу. Вот. А там посмотрим, вдруг мнение изменится, пока я так думаю. В общем, сделаю так, как мне будет комфортно. Если будет настроение, то, может быть, числа там, ну, в конце декабря наряжу елку. Но опять, если будет такой вот порыв. А если не будет, то заставлять себя не хочу, потому что иначе это выливается все скорее в негативные эмоции. Печеньки, судя по всему, тоже разные. Вот пряничные домики, такой пример. 299 рублей. Так, что тут еще? Напитки разные. Веночки. Ну вот и в Ашане, кстати, авиапарк, много чего представлено. Красные горшочки. Пуансетия даже беленькая есть. Ну это хорошо. Всякие елочки. Еще свечки. Ну я тут снимала просто с другого ракурса. Вот. Вот эти пакеты, куда подарки 25 дней складываются по маленьким
такому сувениру детям. Ну, не обязательно, я считаю, детям, можно и взрослым. Нам всем приятно. Всякие подарочки, презентики. Вообще огромный выбор всего. Тут вот коробочки, пакеты, какие-то, ну, в общем, все такое для подарков. Большой выбор. Вот. Здорово. Так что присмотритесь. И прям вот мне нравится то, что, конечно, в Икее все продумано такими коллекциями. Там от посуды до упаковки, и все можно в одном стиле подобрать. Это очень классно. Ладно, идем дальше, смотрим. Еще свечи. С рисунком, без, блестящие. Вот этот отдел у них хороший. Светильнички всякие красивые. Вот с птичками. Опять же, кружки. У них текстиль какой-то есть. С таким же принтом. Домик классный. Мне нравится. О, гирлянды. Красивые. В виде свечек и тому подобное. Так. Опять же, свечи разные. Вот это яблочко у них. Так, что тут еще? Вот такие яблоко с корицей. Ну, вот представлены пакеты уже в полном варианте, скажем так, в раскрытом. Ленточки, веревочки и тому подобное. Так, вот это мне нравится. У меня есть черный фонарик, но, несмотря на мою нелюбовь к красному цвету, конечно, круто смотрится, очень круто. Так, что тут у нас еще? Вот подсвечник вот такой вот. Удобный, мне кажется. Очень удобный. Ну, потому что у меня есть вот такие подсвечники, типа как канделябры. Но это неудобно, оттуда воск капает. Все равно, хоть и красиво, и дорого стоило. Но вот в Икее более функционально. Продолжается новогодняя тема, эти календари, игрушки. Вот красивые, смотрите какие. Прелесть. Так, едем в лифте на следующий этаж в Икею. Поднимаемся. Прикольный вид. Так, сухофрукты и тому подобное. Ну, кстати, нормально цель. Выкладывать буду две части не сразу. О, какой дизайн шикарный. Слушайте, вообще бомба. Как мне нравится. Но они продаются в паре. Вот я не знаю, ненавижу вот эту икеевскую сейчас современную традицию все продавать по 2, по 4 штуки. Я вот уже об этом говорила, что я понимаю, что это семейный магазин, но туда ходят люди не только имеющие семью. Люди, которые живут одни, тоже предпочитают Икею. Конечно, ко мне ходят гости, но у меня много посуды, я предпочитаю яркую, красивую посуду, вообще красивую. И я не вижу проблемы, если, допустим, ко мне придет подруга, и мы будем пить из разных чашек. Ну вот реально, к тому же для человека, который посуду любит, вот как я, да, мне не актуально 2-3 покупать. Потому что, ну как бы, я не знаю. Вот, кстати, у меня стол такой на кухне под малахит. Он, конечно, мне подходит, и он складывается в такую узенькую, по сути, тумбочку. Но, честно, вот мне такой стол нравится больше. Не знаю, может быть, конечно, когда-нибудь и сменю. Кухня прикольная. Я бы свой кухонный гарнитур уже бы его пора бы сменить.
Но я люблю делать ремонт сама. И вы знаете, я и плитку укладывала, и в туалете, и в ванной, и все такое. Мне это нравится делать. Но вопрос в том, что с мебелью я сама не справлюсь. Точнее, там, понятно, собрать мебель это я могу, но кухня это немножко другое. К тому же это все нужно вешать самой. Ну, я даже до 20 килограмм поднимаю спокойно. Какая красота. Но с кухней я точно не справлюсь. А кого-то вызывать я не хочу, потому что ненавижу это дело. При всем при том, что вот этот цвет красивый, я крайне общительный человек в меру своей профессии, и могу найти общий язык с абсолютно, ну почти со всеми. Но знаете, честно говоря, вот с мастерами, со всякими, мне крайне не нравится это дело, потому что я когда делала ремонт ванной, акриловый вкладыш я вызывала поменять. Отвратительный мастер, и вроде сначала все было нормально, но чуть не доследишь, и он уже накосячил. Он даже, причем он проявил инициативу, он вроде хотел как лучше, но он сделал это тяп-ляп, и, в общем, это повлекло, да, дальнейшие последствия. Вот вроде у меня есть тапперваровский кувшин, но вот этот мне нравится больше, потому что, не знаю, может быть, ну, типа термос. Наверное, потом когда-нибудь его куплю, он недорого стоит, ну, ладно, потом приобрету, скорее всего, потому что тапперваровский у меня примерно в таком же цвете, но он выглядит проще, хотя он многофункциональный, в общем-то. Тоже прикольно. Ну, короче, я когда делаю ремонт, предпочитаю делать это сама, потому что я четко знаю, что я хочу. Вот это классно. И я отвечаю за то, что я делаю, по крайней мере, если я накосячу, это я накосячу, и мне это исправлять. Вот круглые столы почему-то я не люблю. Абсолютно. Не нравится. Так, вот надо, кстати, у подружки спросить, макароны как детские. Я ей покупала. Так, зверюшки классные, термосы, салфетки, опять же. Тому подобное. Печеньки. Не, увлекательно походить по магазину, и вы знаете, все это, ну, короче говоря, в очередной раз нас каких-то эмоций сейчас лишают, и все это прикрывая. Потому что, да, может кто-то со мной не согласится, но, знаете, я человек думающий и наблюдающий, поэтому понимаю всю глупость ситуации. При всей ее, в общем-то, серьезности. Хотя, опять же, любая ситуация серьезна, если в ней привлечь внимание. Если ее не замечать, то вроде как да. А такое тоже было. Сейчас это вот кому-то, наоборот, хочется обратить внимание. Понятно почему. Но суть в том, что многие люди как раз готовятся к новогодним праздникам, готовятся заранее. И, конечно, хорошо, что... Да, вот это я всегда порывалась раньше купить, но столько химии тут. Вот. Кстати, это еще одна из причин, почему я в Икее вот эти сладости не беру или крайне редко. Потому что не всегда ценник дешевый, а когда смотришь состав, это гадость. Даже если и вкусная, но ту же химию можно и в Фиксе, и в любом другом магазине приобрести. Ну, просто это то, что продается, допустим, только в Икее, и, в общем, вся ценность в этом. Ну, я не против даже чего-то такого неполезного иногда, я к этому отношусь довольно просто, но, тем не менее, красивые мочалки, посмотрите, прелесть какая. В целом, мне нравятся все, даже розовые, хотя я не фанатка розового цвета. Вот у нас тут посуда. Горчица икеевская очень классная, но опять же там дурной состав, ну а я такое ем редко, поэтому не покупаю, она мне кажется, испортиться успеет. Так, сковородка. Что тут еще? Ну вот всякие. Тут недорого, кстати, 159 рублей. Ну вот я такую, наверное, буду брать потом. 300 с чем-то она стоит. Наверное, возьму потом.
Сейчас еще посмотрим. Такая крышка у меня силиконовая есть, но моется сложно. Так, здесь у нас крышки. Опять же сковородки, кастрюльки и тому подобное. Много мне посуды в Икее нравится в плане формы, в плане оттенков. Но все это тормозится тем, что тарелки продаются по 4 штуки, чашки зачастую продаются по 2 штуки. Вот это красиво. Ну и в целом, да, ценник нормальный. Так, фартуки. Ну, вообще, я всегда вот... Мне бы хотелось что-то подобное, но как это стирать, если... Ведь фартук, он, ну, не только для декора, но и защита от всяких пятен для одежды, да? И как это будет стираться? Не получится ли так, что не отстираешь? И немалые деньги в помойку полетят. Так, что... Вот, красивые цвета, но я как-то купила чайник на Валберес, такой салатовый, и только поставила его на плиту, и появились пятна, прям черные такие, многие жалуются. Вот смотрите, вот это я бы с удовольствием купила. Вот эти прямоугольные тарелки, ну такая красота. Я бы, еще бы, если бы был набор, знаете, 4 тарелки, вот смотрите, пожалуйста, вот по 2. Ну, ценник, в принципе, опять же, небольшой, но продаются чашки. Блюдца, как я понимаю, отдельно. Ну уж не знаю, лучше бы чашку с блюдцем бы вместе соединили, чем вот так вот. Ну, правда, невыгодно. Магазину, конечно, выгодно. А мне вот нет. Хотя здесь интересно. Ну, вот в наборе, понимаете, в наборе продаются. Вот эта красота. Вот эту тарелку я хочу, может быть, себе куплю потом. Для меня она идеальна. Ну, ценник, конечно. Ну ладно, потом подарю себе такую. Мне очень хочется. Так, что тут еще? Всякие конфетки. Так, 299. Салфетки. Вот салфетки я люблю, покупаю. Но в основном в Ашане, там выбор побольше, хотя сейчас с этим тоже бедновато. Я надеялась осеннюю красивую купить, но в итоге купила что-то не чисто по теме, но симпатичное. На балкон, в творческий уголок, на кухню. Но мне хотелось осеннюю. Вот сейчас, я не знаю, куплю я зимнюю или нет, пока я не видела. Именно что-то такого новенького, красивенького. Фикс прайс мне обычно никогда не нравится оформление салфеток Прим. Ну какие все-таки кружки крутые, а? Ну просто еще куда их ставить, вот вопрос.